Всем привет, Джек на связи. Давно не слышались, давно не виделись. Я очень соскучился. Очень много комментариев вы оставили под предыдущими видео. Большое вам спасибо. Там набралось уже энное количество тем, на которые можно снять отдельные ролики, на которые я даже где-то уже подписался, чтобы снять отдельные ролики и найти информацию. Но это видео будет не тематическое. Это видео будет о всяких разных смежных мелочах и нюансах. Опять же, люди в комментариях задавали вопросы. На часть вопросов я ответил, как в комментариях, так и в прошлом влоге. А на часть вопросов не ответил, просто потому что прошлый влог шел 45 минут, и я считаю, это уже какой-то должен быть разумный предел. Все-таки я не дудь, даже себя не показываю, не то что собеседника, которого у меня нет. Поэтому давайте все-таки будем стараться, я буду стараться сильно все это не затягивать, не настолько прям размусоливать, поэтому видео сегодня будет покороче, но я надеюсь, что не менее интересное. Вот, вжух с места в карьер. Давайте. Первая тема, которую хотел бы с вами обсудить, это ЗОЖ. Самое главное, центральное в этой теме, это то, что в Панаме запрещено курить. Вот, я не помню точно, по-моему, с 2004 года запрещено курить. Запрещена продажа сигарет, только если у вашего магазина есть специальная лицензия, вы можете их продавать. Однако даже в обычных каких-то продуктовых магазинах сетевых, если вы на кассе спросите, там в секретных местах у них лежит все. В секретных местах я имею в виду, что все-таки в магазине есть лицензия, просто сигареты спрятаны. Скорее всего, вы найдете и купите их. Там не очень широкий выбор, насколько я знаю, но тем не менее, если прям очень сильно вас приперло, купить можно. Почему захотел об этом поговорить? Потому что это очень сильно бросается в глаза. Это прям невероятный контраст, когда вы приезжаете в страну и не встречаете ни одного курящего человека. Когда вы ходите по центральным улицам, по набережным, вы как-то даже прям отвыкаете от табачного дыма. Я сам не курильщик. Вот. Здесь, соответственно, я от него отвык абсолютно, и поэтому, когда вот внезапно его чувствуете, вы прям начинаете оборачиваться, как при пожаре, типа, что происходит? Здесь же в стране запрещено курить. Как вообще это все произошло? С точки зрения детей, считаю, это очень здорово, очень правильно, когда вы растите детей. Если вы, опять же, сами не курите, вам не надо выдумывать какие-то страшные истории о том, что у них там все отвалится, если они будут курить. Просто нет вот этого вот негативного примера перед глазами. Второй момент, не такой здоровский, давайте мы будем чередовать плюсы и минусы, скажем так. Вот такое видео сегодня будет. Это вода и электричество. Здесь с водой и электричеством могут быть перебои. Это, опять же, не Куба, где там подается все это дело по часам. Здесь нет, здесь стабильная подача воды и электричества. В городе там с какими-то перебоями вы, скорее всего, даже не столкнетесь никогда, только если это плановая замена каких-то труб, или если прошел ураган, а это спойлер к следующему пункту, и где-то на провода упало дерево. Соответственно, тогда будет разрыв линии передач, и потребуется некоторое время, обычно не такое длительное, для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Опять же, в городе, мне кажется, у них есть резервные какие-то линии, потому что мы застали один такой ураган, да, деревья падали на линии, где-то оборвало провода, но свет моргнул, и в течение там 10 минут его снова подали. Вот такая интересная история. За городом этот вопрос гораздо более актуален, так как там инфраструктура достаточно старая, в том плане, что все провода идут над землей. Если в городе где-то их уже местами там убрали под землю, фонарики, без вермишели, без вот этой беспроводной на столбах, то за городом вся эта вермишель черная, она присутствует, идет сильный тропический ливень, ветер, все, деревья падают, линии проводов обрываются, вы сидите без электричества, сидите не очень долго, экстренные службы выезжают, ремонтируют все это добро. Надо понимать просто, что в Панаме ограниченное количество людей, и, соответственно, если прошел сильный вот такой ливень и обрывы там в 10-15 местах, просто может не хватить людей, чтобы выслать сразу же на все точки сотрудников, и они будут восстанавливать там все это по очереди. Но опять же, более там 8 часов, наверное, мы без света за городом ни разу не сидели. Вот. Ну и 8 часов, это надо понимать, что там ночью, например, в 2 часа упало дерево, вот выехала эта экстренная служба, и часам к 8, там, к 9 только они восстановили подачу электричества. Здесь нет такой истории, что они ждали начала рабочего дня в 8 утра и потом только поехали. Нет, экстренная служба работает круглосуточно, они выезжают, в том же Твиттере будет сообщение о том, что вот случилась беда в таком-то районе, мы уже выехали. Вот, затем землетрясения и ураганы. Вот так вот мы сегодня тоже в ураганном темпе.
есть в Панаме землетрясения, они происходят каждый день, вот настолько внезапно шокирующая информация. Я дам вам ссылку на профиль в Инстаграме, в котором можно отслеживать землетрясения, которые происходят в Панаме. Именно из его аккаунта я узнаю о том, что землетрясения здесь происходят каждый день. Каждый день Панама лежит на своей тектонической плите, которая граничит с Коста-Рикой, вот прямо по границе стран проходит граница тектонических плит, и в Колумбии приблизительно такая же история. Сверху, снизу, соответственно, там 100-150 километров в океан, где-то там проходят тоже линии вот этой тектонической плиты. Панама своя тектоническая плита, поэтому Панама-Сити в самом, в принципе, на материковой части Панамы таких вот землетрясений, я говорю, практически нет, только на границе с Коста-Рикой. С Коста-Рикой там, конечно, беда-беда. Каждый день, опять же, надо понимать, что это 2-3 балла, то есть чуть-чуть там потрясло, где-то что-то там, стол пошатался, или люстра немножко пошаталась, и на этом все закончилось. Вот. Ураганы — это супер редкая история для Панамы. Здесь, соответственно, нет такой истории, как во Флориде или в Калифорнии. Калифорния, естественно, как вы знаете, горит каждый год. Вот в этом году там тоже происходит ужас какой-то, естественно, там ущерб огромный, все дела. Флориду практически каждый год сдувает какой-нибудь ураган, который как раз образуется в Карибском бассейне и двигается в сторону Флориды, по дороге задевая Кубу, Доминикану и вот что-то такое. И, соответственно, когда бывает здесь сильный ветер вместе с каким-то тропическим ливнем, да, могут там попадать деревья, все это оперативно убирается, могут где-то оборваться линии электропередач, как я говорил перед этим, тоже это достаточно оперативно восстанавливается. То есть такого еще ни разу не было, что мы без света сидели там, например, целый день. Нет, все чинится, все ремонтируется. Затем хотелось бы осветить такой вот будет каламбур, историю с освещением. В Панаме достаточно плохое освещение городское. Панама — страна контрастов. Здесь вы, когда прилетаете на самолете, смотрите в окно, видите просто Майами, то есть береговая линия, все застроено небоскребами, это смотрится просто потрясающе. Садитесь, пока проходите весь таможенный балаган, все дела в аэропорту, получаете багаж, выходите на улицу, уже солнце село, стемнело, берете такси, едете, ну или вас встречают, неважно, едете на машине в город и обнаруживаете, что очень темно, то есть стоят в основном обычные лампы, не светодиодные, их ставят тоже как-то очень экономно, и это немножко ужасает, когда вы приезжаете вот в новую страну, и из окна вы видели одно, а едете по городу и видите немножечко другое, да, как будто вы мимо пролетели той страны с небоскребами, со всеми делами, приземлились где-то в соседней. Но нет, это вот Панама. В Панаме с освещением есть пока определенные проблемы. Этот вопрос стараются тоже решать, стараются заменять. Все новые, соответственно, улицы уже оснащены светодиодными фонарями, провода убраны под землю. Со старыми улицами пока как есть, то есть там стараются решать этот вопрос. Затем хотелось бы затронуть такой интересный вопрос, как демократия. Вот так вот. Здесь без какой-либо политики. Смотрите, в предыдущей, скажем так, стране, в которой я проживал, все это очень сомнительно и под вопросом. В основном какие-то митинги можно было увидеть, где людей бьют палками, сажают в пазики. Вот такая вот демократия наблюдалась из окна. А здесь люди могут выйти на улицы, на те же митинги и устроить вообще какие-то катастрофические последствия. Ну, катастрофические я, конечно, прям очень сильно гиперболизирую, но тем не менее. То есть в прошлом году, в 23-м, в ноябре здесь проходили протесты. Протесты по поводу того, что одной горнодобывающей компании разрешили разрыть практически всю Панаму в поисках золота, бриллиантов, которые здесь присутствуют. Вот, люди вышли на улицы, сказали, что это очень плохо для природы, вообще, чего вы себе позволяете, а компания не панамская, а канадская. Вот, в общем, они перекрывали здесь дороги, это провоцировало дефицит продуктов в магазинах, то есть вы, соответственно, не могли никуда доехать, потому что перекрывали на дороге не просто там человек встал, а жгли шины, все это как бы там особо не пройти, не проехать, вот пока они
высказывали свою позицию, вы должны были стоять в пробках, куда бы вам не надо было, по какому вопросу. Это все достаточно неудобно, неприятно, я хочу вам сказать. То есть, да, люди здесь имеют право выразить свое мнение, но такое самовыражение, оно создает вам же, простым людям, достаточно серьезные проблемы. По поводу дефицитов продукта, я имею в виду, что вы могли прийти в магазин, там не было, конечно, как в голодный год пустые полки, но хлеб, например, мог пропасть полностью с полок, там могли полностью закончиться яйца, то есть вы могли найти там рис, макароны, всего этого в изобилии, а вот какие-то вот базовые продукты, скажем так, они начинали потихонечку исчезать. Вот, их, соответственно, старались по мере возможности подвозить, когда там по ночам дороги не перекрыты и вот это вот все, но неудобства определенные были. Все это действие продолжалось около месяца. Ну, своеобразные впечатления у меня от такой вот демократии. То есть, получается, из крайности в крайность. То есть, в одном месте вам не дают выйти на митинг и что-нибудь рассказать интересное, а в другом месте вам дают, и это вот выливается в то, что это создает вам же какие-то неудобства. По поводу медицины, следующий пункт. Спрашивали тоже в комментариях по поводу медицины. Смотрите, с медициной все хорошо, врачи квалифицированные, часто обучаются в Штатах, возвращаются обратно. Затем они ведут прием не только в частных, но и в государственных клиниках. К стоимости в государственной клинике стоимость приема будет стоить где-то $5. Вот. В частной клинике вы отдадите в районе $60 за прием врача. Соответственно, это не какой-то месячный абонемент, да, это каждый прием вам будет вот столько стоить. Здесь есть история про то, что канадцы и американцы вроде как приезжают сюда лечиться, потому что уровень медицины практически такой же, как в Штатах, а стоимость гораздо ниже по сравнению с Канадой и Штатами. Лично вот с такими людьми не знаком, которые приезжали бы в страну именно вот в плане медицинского туризма, поэтому комментировать как-то не могу, просто вот говорят, что такое есть. Давайте поверим этим людям на слово. По поводу праздников в Панаме тоже человек спрашивал. Смотрите, такой, конечно, истории, как в России, чтобы 10 дней после Нового года отдыхать, мне кажется, ни в одной другой стране мира нет. Здесь основным праздником является Рождество католическое, это с 24 на 25 декабря. Оно здесь как бы, прям самый главный праздник. Новый год — это приложение к Рождеству. Соответственно, на Рождество один выходной, 25-е. Если он попадает там где-то на конец недели, могут с барского плеча вам дать второй выходной. Но обычно все-таки один выходной. С Новым годом то же самое. 31 число рабочий день. Возможно, даже не сокращенный. 1 число выходной. Если какие-нибудь магазины круглосуточные, тоже, соответственно, сами понимаете, есть разные профессии. Все остальное, вот кому в кавычках повезло, тот может выйти на смену и 1 числа. Вот где-то с 12 часов дня откроются уже магазины какие-то круглосуточные, которые обычно закрыты 1 января, и все будет работать. 2 января будут работать уже абсолютно все. Цепи длинных выходных в Панаме практически не бывает. Самый праздничный месяц в Панаме — это ноябрь, по моим сугубо личным ощущениям. Там у них День независимости, День флага, еще какие-то праздники. То есть там, на самом деле, в общей сложности, наверное, 4 выходных дня, но месяц ощущается прям вот, это тот месяц, когда все тянется. Вот когда люди пишут, что в Панаме все медленно, что-то еще. Вот в ноябре это можно прям почувствовать. Казалось бы, там на неделю может выпасть 1, максимум 2 выходных. Но вот, да, все вот эти вот бюрократические вопросы резко замедляются, поэтому моя личная рекомендация: вам никакими делами, если у вас есть важные какие-то юридические вопросы, в ноябре постараться не заниматься. Они как бы будут все равно решены, но просто это займет там весь ноябрь условно. После праздников пару слов о безопасности. Тоже спрашивали. Смотрите, Панама достаточно безопасная страна, особенно если сравнивать с другими странами там Центральной Латинской Америки. Здесь улицы патрулируют вооруженные полицейские, они очень доброжелательны по сравнению с, знаете, какими. Поначалу, когда вы видите вооруженных прям полицейских на улице, это вызывает некоторые опасения, что как бы что-нибудь не так не сделать, чтобы к вам это все добро не применилось. Потому что, например, я наслышан об американских всяких полицейских, которые останавливают машину, и там лучше не дышать вообще, пока вот это все происходит. Потому что если вы там руки свои убрали, то могут как бы и в вашу сторону расчехлить это все. Вот, и все это может очень печально закончиться. Здесь такого нет. Здесь все помягче. Полиция здесь доброжелательная, она поддерживает порядок. В любых районах, даже самых каких-то спальных, которые я там в видео показывал, будет дежурить полиция. Средь белого дня вас никто не зарежет
Ну, по поводу ограбит я прям ручаться не могу. Все-таки рассказывают тут историю о том, что где-то там вырвали у человека телефон из рук вот средь бела дня, поэтому будьте все-таки осторожны. Но вот в тех спальных районах, про которые я говорил, если вы приедете даже в какие-то торговые центры, потому что там тоже есть торговые центры, будьте готовы к тому, что там могут быть просто карманники, поэтому за сумочками с вами присматривайте, в каких-то видных местах там на спине их не оставляйте. Вот. Но лучше, конечно, в спальных районах в торговый центр не ходить, торговых центров полно и в хороших районах. И 2 слова про дороги и инфраструктуру. Dороги здесь отличные, они могут быть бетонные, они могут быть асфальтовые, в том плане, что 50/50. Прямо вы можете выехать за город, и загородная часть шоссе может сначала идти какая-то асфальтовая, если это новая часть, а если старая, то там будет идти бетонная дорога. Вот, бетонная дорога — это прекрасно и замечательно в том плане, что из-за того, что здесь нет перепадов температур, в ней не образуются вот эти вот трещины, соответственно, бетон не рвет от морозов, вода, вот это вот все. Бетонная дорога надежная, хорошая, в каких-то прям супер выбоин вы на ней не встретите. Единственный нюанс, что, опять же, когда происходят какие-то землетрясения, может она треснуть, там какие-то грунтовые воды могут немножечко подмыть, соответственно, часть бетона может как-то немножечко провалиться, и возникнет такой порог, на который наезжать на машине достаточно неприятно. Это очень редкая история, это можно встретить только за городом, но все равно, когда вы за рулем едете по дороге, как бы не хотелось смотреть по сторонам, 100% понимания, Панама очень красивая страна, тем не менее смотрите на дорогу, потому что вот есть такие истории. Опять же, вы можете ехать по прекрасной асфальтовой дороге, которая будет вот 99% идеальная, и потом какая-то вот прям огромная яма образуется, небольшого размера, в плане, что глубокая, в которой можно колесо оставить, поэтому смотрите на дорогу, мой вам совет, чтобы вот избегать таких внезапных ситуаций неприятных. С инфраструктурой здесь все, можно сказать, хорошо, можно сказать, на любителя, потому что, смотрите, ну, в городе, естественно, в любом районе вы найдете магазины, в любом районе, я думаю, вы найдете больницы, школы, ну, опять же, кроме, наверное, Альбрука, потому что Альбрук где-то вот там и Клейтон находится на отшибе, скажем так, то есть там надо будет на машине ехать и в магазины, и в больницы, и так далее. Вот, в новых районах стараются все это учитывать, то есть строить уже район как бы жилые дома, больницы, школы, поэтому зависит от места, но прям каких-то особых проблем нет, даже за городом есть центр Досалют, такие небольшие, скажем так, поликлиники, не поликлиники, причем, что удивительно, загородная застройка, она такая низкоэтажная чаще всего, то есть там буквально там 2 этажа, вы можете встретить какое-то там 5-этажное здание, например, там офисное, не офисное, вот, соответственно, за городом, не в Панама-Сити. И вот вы подъезжаете к такому центру Досалют, который внешне, ну, не то, что как-то невзрачно выглядит, нет, он выглядит нормально в большинстве своем, но такой, типа, как будто домик небольшой, но вы проходите внутрь и понимаете, что вы не видели того, что он вглубь тянется достаточно далеко, и там может быть прям полноценная поликлиника такая огромная, то есть там большое количество кабинетов, большое количество врачей, которые могут вас принять. Вот, это вызывает, конечно, удивление. Магазины тоже за городом есть, поэтому инфраструктура здесь хорошая. Я бы вот так это оценил. Вот, ребят, постарался прям вжух-вжух очень быстро, чтобы не растягивать это все тоже на 45 минут, как в прошлый раз. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии замечательные. Все читаю, в блокнотик все темы интересные записываю. Постараюсь на следующей неделе снять тематическое видео. Вот, оно будет, наверное, не скажу о чем, чтобы не спойлерить, мало ли у меня планы изменятся. Тем не менее, спасибо, что провели это время со мной, и до встречи в следующих видео.